Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал располагается на юге Украины и юге Одесской области. Это город Измаил. И сейчас авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик ответят вам на ваши вопросы, касающиеся дайкона. Именно по дайкону почему-то в последнее время возникает много вопросов, и это связано со сроками посева. Споры касаются старых наблюдений, которые раньше были приемлемы для посева. Редьки черные, естественно, и сразу же и дайкон высевался. И это обычно была где-то середина июля месяца и до 20 июля. Но по срокам мы поговорим чуть-чуть позже. Единственное, что могу сказать, что раньше чеснок убирали до Петра Павла. Посмотрите, что сегодня происходит. В связи с изменением климата все сроки и все эти наблюдения природные, все это, приметы, все сдвигается, и все совсем по-другому сейчас происходит. Сейчас только начинает созревать чеснок во многих регионах из-за того, что поздняя была весна, была холодная почва, холодно и дождливо было в июне. Естественно, все сроки сдвигаются, и будут сдвигаться все сроки с посевами этих корнеплодных овощей. Ну, давайте немножечко буквально информации о том, что это такое дайкон. Мы его начали выращивать в 2013 году, впервые попали на эти семена, 2014-2015 год. Единственное, что я не снимала дайкон, не было камеры тогда, и не снимала на фотокамеру. К сожалению, у меня фотографий нету. Как-то мы не обратили внимания на этот овощ. Мы его даже после того, когда он созревал, часть оставляли на улице, укрывали агроволокном, и после Нового года, не было тогда таких холодов, резких перепадов, мы собирали почти до весны. Мы выращивали несколько сортов, и я о них чуть-чуть позже тоже скажу. Так что это очень интересный, вкусный овощ. Ну а что такое дайкон? Для тех, кто впервые слышит, это японская редька. Японцы создали такие гибриды и очень активно их выращивают. У них где-то более 500 сортов этой редьки. Это подвид посевной редьки, но в ней так сделали селекционеры Японии, что нет в ней горчичных этих масел. Она очень нежная, сочная, такой мягкий вкус, и очень вкусно получается. Снова же со сливочным маслом, зеленым лучком. Очень вкусная редька, и даже просто так порезать и поесть. Ну, а классификация сортов очень большая, и если изучать эти все 500 сортов японских, то времени очень много займет. Но наши все-таки селекционеры и те, кто занимается районированием сортов, уже подобрали те сорта, которые больше подходят для России, Беларуси, Украины, для европейских стран. И уже есть такие сорта, которые многим нравятся, и они уже их выбирают. Поэтому, когда вы начинаете там где-то выяснять, спорить с кем-то по поводу дайкона, вы должны определиться, какой у вас есть сорт. Если не купили, то изучите эту информацию. Нужно выбрать сроки высевания, климатические типы, какая нужна продолжительность светового дня для полного вызревания для этого вида или сорта дайкона. Потому что есть весенний, летний, осенний, зимние виды, и для каждого нужна разная продолжительность дня. И это, конечно же, нужно для разных климатических зон. Каждый выбирает себе свое, то, что нравится. Но мы выращивали 2 сорта, и нам очень понравилось. Это Саша и Белоснежка. И поэтому перехожу к тем сортам, которые чаще всего продаются у нас. И на юге, казалось бы, что юг, очень жарко, а сейчас, кстати, жарко везде и всюду. Поэтому о позднеспелых сортах, которым нужно 100 дней, мы не будем даже упоминать. Почему? Потому что в такую жару просто-напросто горят
все растения, и дожидаться 100 дней нет смысла. Выращивать вот даже дайкон, пусть как он красиво не называется, но лучше всего вот у нас на юге это ранние сорта дайкона очень хорошо пошли, и у нас это все получалось. Но это было еще, я говорю, вот 7 лет назад, 8 лет назад, и мы выбрали вот эти 40-45 дней ранние сорта дайкона. Так вот, Белоснежка, она у нас хранилась почти до весны. Часть была в погребе, часть под агроволокном. И Саша. Вот этот гибрид у нас хранился до Нового года. На Новый год мы тоже делали салат, очень красивый, белый такой дайкон. И очень он устойчив к перепадам температур. Вот понравилось нам, что он реагировал очень спокойно на то, что то жарко, то тепло, и хорошо переносил вот эти все климатические изменения. Поэтому есть смысл сейчас, вот снова же, если вы решили сеять дайкон, тогда есть смысл посеять именно Сашу. Ну и Белоснежка тоже самое, красивые белые корнеплоды, прекрасные, сочные такие, сладкие, нежные получаются. Ну и хранится очень хорошо вот Белоснежка до весны, считайте, потому что срок хранения до 5 месяцев. Еще есть такой сорт, хорошо отзываются о нем, русский размер. У нас тоже продаются семена, 45 дней, тоже относятся к ранним сортам дайкона. Но если же вы решили сеять среднеспелые сорта дайкона, тогда, пожалуйста, посчитайте, нужно 70 дней для того, чтобы этот овощ созрел. Вот 70 дней – это больше 2 месяцев. Посчитайте, будет ли у вас хорошая погода и созреют ли вот эти сорта. Но я только назову эти сорта, потому что знакомые, кстати, продаются тоже семена, но в эту жару просто нет смысла сеять. Назову все-таки большой бык, дракон, дубинушка, клык слона, император. Конечно же, эти сорта хранятся полгода и чуть больше, и 8 месяцев, практически до нового, до редиса уже весенних, свежих редисочек. Конечно, это хорошо, но снова же посчитайте вот эти 70 дней. Прежде чем браться за посев, расчет сделайте, возьмите ручку, возьмите бумагу, запишите то, что продается у вас в магазине, и выберите то, что вам подойдет. Хочу предупредить, что в этом году сентябрь, октябрь вообще ожидаются очень интересные изменения, резкие изменения климата. И эти изменения будут резко не к теплу, а больше к холоду, потому что я думаю, что уже многие наблюдают то, что происходит и с растениями, и с тем, что, ну, я думаю, я сделаю чуть позже по наблюдениям своим о климате осенью, более подробный такой материал, более подробный ролик. Но вот сейчас просто рассчитывайте на то, что у вас впереди, в крайнем случае, есть еще август и сентябрь. Вот 2 месяца. Вот за этих 2 или 1,5 месяца нужно получить вот эти прекрасные корнеплоды, вырастить. Срок вегетации, выбираем сорта, сроки вегетации, у которых 40-45 дней. И это Белоснежка, Саша и русский размер. У нас это чаще всего продается Белоснежка и Саша. Ну, а теперь перейдем к тем срокам, которые мы говорили о спорах, когда сеять. Да, раньше шел разговор о том, что нужно обязательно высевать вот этот период. Но раньше мало кто разбирался в том, что не всегда может вырасти корнеплод. А, кстати, у меня такое было, когда я делала испытания, то получалось, что когда я села на растущей луне, особенно уже первая фаза, переход во вторую фазу, вот перед полнолунием, всегда получилось много листьев. А зачем мне много листьев, если мне нужен красивый, сочный корнеплод? И сейчас, вот в июле месяце, вот такая ситуация выпадает, что полнолуние у нас будет 24 июля, а значит, до 24 июля
Посевы только вершков можно делать. Это будет очень хороший урожай зеленушки, но не корнеплодов. А уже корнеплоды очень хорошо сеять после 26-го, когда уже Луна выйдет из сожженного пути полнолуния. Ну, это будет сразу же 26-го уже днем в знаке рыбы. 27-го это рыбы. Луна, убывающая в знаках рыбы. Это знак стихии воды. Не особо хорошо хранятся корнеплоды, если посеять вот этот период. И затем будет период знака Овна, и очень хороший период. Вот сейчас мы его рассмотрим. Я хочу обратить ваше внимание именно на этот период, который можно использовать для посева вот этих ранних сортов дайкона. Отличное время для посева корнеплодных, и это уже убывающая Луна, очень хороший период в знаке Телец. Хорошо хранится, хорошо нарастают корнеплоды. И вот начинается этот период Тельца 30 июля аж в 23 часа 8 минут. Конечно, все ночью не будете сеять. Казалось бы, вот можно 31 июля посеять, но здесь тоже маленькое полнолуние, новолуние. Ну, каждый, что считает нужным, тот и делает, как хочет. Но я просто предупреждаю, вот я не сею в этот период, потому что это будет переход Луны из 3 в 4 фазы. 16 часов 18 минут, вот этот момент перехода, плюс-минус 12 часов, получается, что у нас эти сутки выпадают. Ну, я разложила и уже и август, изучила вот эту ситуацию. И вот вам покажу сейчас полную картину по Тельцу, убывающая Луна, время московское. И мы выберем с вами период, я выбираю для себя тоже период, хочу тоже посеять в этом году дайкон. Пока что еще не определилось, что у нас в магазине там есть, не везде есть семена дайкона. Итак, смотрите, мы с вами уже говорили, что 30-го после 23 часов можно сеять, если есть возможность и свет или желание ночью это делать. Ну, не знаю, ни у кого это навряд ли. Кого-то будет такое желание. 31-го пропускаем. Смотрите, 1 августа все 24 часа посевы корнеплодных овощей, все 24 часа. 1 августа. Далее, очень хороший период еще будет утром с 0 часов 2 августа и до 10 часов 30 минут. Почему 10:30? Потому что Луна без курса в 10:43 начнется и до момента перехода в знак Близнецы в 11:47. Поэтому посевы корнеплодных овощей можно провести с 0 часов до 10 часов 30 минут 2 августа. Ну а теперь возьмите и посчитайте, если у нас 40-45 дней ранние сорта дайкона, и очень хорошо получается, это у нас будет август, 30 дней, да, и плюс еще половина месяца сентября. Прекрасно. И созревают, и успеваем вот именно вот эти сорта, ранние сорта дайкона посеять и получить хороший урожай. Причем это не ровно так, вот 40-45 дней, они могут еще храниться. Я говорю, что мы пробовали оставлять дайкон, укрывать агроволокном, и часть хранили в открытом грунте под укрытием. И очень хорошо, очень вкусно получалось. Даже вкуснее получался дайкон в открытом грунте, чем в погребе. Вот такая вот очень важная тема сегодня снова у нас. Она касается спора, когда же сеять семена дайкона. Определитесь с сортами. И среднеспелые сорта в 70 дней уже не сеются. Даже если вы в середине месяца посеете, получите листья, и если у нас начнется холод, а он начнется уже сентябрь-октябрь, то, естественно, просто-напросто не успеем получить в открытом грунте вот эти сочные вкусные корнеплоды японской редьки. Раиса Греченко, Александр Волик прощаются с вами до следующего видео. Всего самого доброго, удачных посевов. Подбирайте лучшие периоды, то, что проверено, и хорошего вам урожая дайкона.